Как хорошо, когда развернешь наугад древнюю книгу и в сочетаниях слов душу родную найдешь. Эти слова, которые я взяла эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору, из японской поэзии конца XIX века. Именно тогда в Японии происходит смена эпох, своего рода внутренняя революция. Японцы открывают свою страну миру и открывают мир окружающих их для себя. И решающую роль в этом сыграет, как ни странно, как ни удивительно, русская классическая литература. Попробуем и мы сегодня прочитать ее вместе с японцами конца XIX века. И тогда, может быть, и для нас откроется что-то новое в совершенно привычных, знакомых страницах. Для нас всегда и все начинается с Пушкина в литературе. И для японцев, как ни странно, тоже. «Капитанская дочка» будет первой книгой, которая будет переведена с русского на японский язык. Однако выйдет она под совсем другим названием «Думы цветка и мечты бабочки. Удивительные вести из России». Такое длинное и очень японское название объясняется тем, что все, что прочитал японский читатель на страницах этой книги, было настолько удивительно и не похоже на окружающую их реальность. И книга эта была действительно переведена в соответствии с литературными канонами японской литературы конца XIX века. Витиевато, цветасто, и пушкинская проза стала практически неузнаваемой. Через 3 года выходит второй перевод этой книги, но если бы мы ее сейчас взяли в руки, мы бы не узнали знакомый нам с детства текст. Тогда в моде стало все английское, и перевод выглядел по-другому. Гринев превратился в Джона Смита, Швабрин в Д'Антона, а Маша Миронова в Мари. И название у книги было другое – «Жизнь Смита и Мари». И предварялась словами «любовная история в России». Вот что должно было привлечь японского читателя. Любовная история в другой стране, рассказанная совсем по-другому, чем у них в Японии. Японцы называют Тургенева и Толстого «нео русской литературы». Нео – это божества-охранители, статуи которых было принято ставить у входа в японский храм. Таким образом, их роль определена. Тургенев и Толстой открывают двери в храм русской литературы. Секрет огромной популярности Тургенева в Японии в хорошем переводе. Дело в том, что всего 2 рассказа из записок охотника перевел уже хороший японский писатель Табатей. Это были рассказы «Свидание» и «Три встречи», но они совершили настоящую революцию в японской литературе. Сам переводчик так описывал свое ощущение и восприятие тургеневской прозы. Художественный мир Тургенева напоминает не осень и не зиму. Это скорее поздняя весна, когда сакура вся в цвету и уже начинает осыпаться, и ты идешь по узенькой тропинке между вишен лунной поздним вечером. Поэтическая идея Тургенева – это грусть, которая сквозит сквозь поэзию. Японцам всегда было свойственно созерцательность и внимательное отношение к природе, но она у них была несколько застывшая, как будто немножечко импрессионистское, застывшее мгновение. После того, как появляется Тургенев, природа оживает, приобретает голос, весна начинает перешептываться, зима ворчать, волны начинают роптать, а ветер сердится. Появляется жизнь, и это становится природой, а не только символом, как было свойственно в японской литературе. Произошел переход от символизма к своего рода японскому акмеизму в изображении природы.
полностью меняются пейзажи. И еще одна сторона в изображении любовных переживаний. Для японцев это тоже было открытие, потому что до конца XIX века в японской литературе были распространены незамысловатые сюжеты о похождениях бывших самураев и гейш. Японский читатель ждал решительных развязок и не понимал, зачем ему узнавать про какие-то душевные мытарства, страдания, переживания. Это не значит, что тонкости любовных отношений не были свойственны японцам. Конечно, были. Просто в силу японского менталитета это не принято было выносить для всеобщего обсуждения. Это никогда не было предметом литературы. Все переживали, но об этом никто не говорил. А теперь вдруг увидели, насколько тонко, изящно все эти переживания можно изобразить и в литературе тоже. Тургеневские герои оказались очень близки японскому читателю, потому что он, наконец, прочитал то, что и в его душе тоже происходило. Единственная проблема, с которой столкнулись переводчики, заключалась в том, что не очень подходили те слова и иероглифы, которыми описывались предыдущие любовные истории, для изображения столь тонких переживаний и чувств. Ну и с этим тоже справились. Тургенева с большим интересом читают в конце XIX века. В японской истории это эпоха перемен, когда на смену господствовавшим, устоявшимся уже традициям на протяжении столетий приходит совсем новая жизнь и новый читатель. Поэтому неудивительно, что особый интерес вызывает роман «Отцы и дети». Роман о нигилисте, который пытается утвердить что-то совсем-совсем новое, не боясь разрушить старое. Это оказалось для японского читателя очень актуальным. Таким образом, Тургенев открывает 3 новые страницы. Первая страница – пейзаж, где оказывается, что человек с природой неразрывно связан, и это все всегда в движении и наполнено разными звуками, дыханием жизни. Вторая страница – любовная, где нас интересует не только и не столько сюжет, сколько оттенки чувств, переживаний, где появляется совсем другая барышня, не похожая на японскую гейшу. И, наконец, третья страница – нигилистическая. И нигилист оказывается совсем нетипичным для японского мира человеком, но таким близким и понятным в конце XIX века. Федор Михайлович Достоевский со своими вопросами без ответов, пожалуй, самый популярный русский писатель в Японии и в конце XIX века, и особенно сейчас. Это оказалось созвучно одному из положений дзен-буддизма: из 2 решений всегда выбирай третье. Вспомните открытый финал «Преступление и наказание». Вопросы о дальнейшем пути Раскольникова есть, ответы читатель ищет сам. Один из переводчиков современных Достоевского описывает так свою работу. Переводы могут быть разные. Я старался использовать обыденный разговорный язык с тем, чтобы читатель мог сам перевоплотиться в героев романа. Поэтому сейчас японские переводы произведений Достоевского действительно читаются как абсолютно современные, и нет тех почти 150 лет, которые разделяют с героями Достоевского. И поэтому японский читатель чувствует себя таким же маленьким человеком в огромном мире. И здесь можно провести аналогию. В эпоху глобализации становится та же самая проблема острой, личность в огромном мире, который пытается ее задавить. Еще одна сторона, которая сближает японского читателя с Достоевским, заключается в том, что это, конечно, всегда накал страстей. Накал страстей, которые, согласно японскому менталитету, японец должен как-то сдерживать и усмирять, а у Достоевского вырываются наружу. Поэтому
и так интересно зачитываться. И немаловажным является то, что романы Достоевского можно прочитывать и с детективной стороны, воспринимать это как интересные, необычные психологические детективы. Последний переводчик Достоевского выстроил целую систему чтения Достоевского японским читателям. «Преступление и наказание» желательно прочесть до 18 лет, максимум до 20. После окончания вуза делать это уже поздновато. «Идиот» – повесть о любви. Я бы посоветовал читать ее тем, кто сам испытывает муки этого же чувства. Самое страшное произведение Достоевского – «Бесы». Можно, в принципе, читать в любом возрасте, но лучше после 22 лет. В молодости вам вряд ли удастся его правильно осмыслить. Что же касается братьев Карамазовых, то обязательно возьмите его в руки, когда уйдет из жизни ваш отец, а затем перечитывайте каждое десятилетие. Таким образом, японскому читателю предлагается впустить в свой мир Достоевского уже на всю жизнь. Второго НИО русской литературы Льва Николаевича Толстого японцы открывают для себя сначала не как писателя, а как мыслителя. Во время русско-японской войны Толстой написал статью с очень ярким названием «Одумайтесь». Такая статья не могла быть опубликована в России, а вот японцы опубликовали, перевели и прочитали ее с большим интересом. В статье речь шла о тлетворном разрушительном влиянии Запада на восточную цивилизацию. Это не могло не найти отклик в сердцах японцев. Потом, осознавая жизненный путь Толстого, японцы посчитали его для себя очень близким и актуальным, потому что и для них были характерны настроения правдоискательства на рубеже XIX и XX веков. Жизненный путь Толстого они назвали последовательным проявлением великой истины, а его самого одним словом – учитель. И, как ни удивительно, первый перевод «Войны и мира» был сделан не профессиональным переводчиком, а студентом-любителем для себя. Перевод оказался удачным, и его опубликовали под названием не «Война и мир», а «Плачущие цветы и скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе». Роман предваряло предисловие, которое рассказывало о сказочном силаче Уко, который был наделен необыкновенной силой, мог сдвигать горы, однако в конце концов был побежден. Как указывает переводчик, такой была и судьба Наполеона. Он тоже покорил пол Европы, однако непобедимый полководец был изгнан из России. Исторические обстоятельства оказались сильнее его. По предисловию понятно, что прочитал японский читатель в этом романе. Интересно здесь, как построен перевод. Каждая глава имеет свое чисто японское название, как, например, «Ива, стряхивающая снег». Это «Праздная жизнь» из салона Анны Павловны Шерер. Или «Цветок, плачущий под дождем. Тоска Лизы о муже». Глава 4 снабжена подзаголовком «Обезумевшая бабочка, промокшая от холодной росы, завидует любви Николая и Сони». Конечно, мы в этой обезумевшей бабочке узнаем Наташу Ростову. Вот так совершенно необычно выглядит роман из нашей школьной программы. Русская литература в конце XIX века сменяет другая политическая и литературная ситуация во время русско-японской войны. Александр Иванович Куприн пишет рассказ «Штабс-капитан Рыбников» о японском шпионе, и русский читатель с радостью вслед за Куприным его разоблачает. Совершенно по-другому прочитали этот рассказ японцы. В частности, профессор Токийского университета увидел в штабс-капитан Рыбникове карикатурную фигуру, и
он написал, что Куприн использует мотивы, как раз характерные для карикатур того времени: зверь, макака, африканец, желтая опасность, нечеловечность в изображении японского героя. А для японцев штабс-капитан Рыбников – это действительно национальный герой, потому что у него был реальный прототип Матадзиро Акаси, который, в отличие от литературного героя, был очень успешен, долго работал в России и благополучно вернулся на родину и получил из рук самого императора звание барона и чин генерал-майора. Поэтому для японцев это национальный герой. А русскому читателю понравилось играть в шпионов, и поэтому Борис Акунин использует этот образ уже в своем произведении «В алмазной колеснице». Это еще одна ветвь развития того же самого сюжета. И те же самые герои появляются на страницах полюбившихся русскому читателю рассказа. Япония – островное государство. И много веков японцы были абсолютно закрыты для мира и жили совершенно изолированно, сохраняя свою самобытность. В конце XIX века ситуация меняется, и начинаются потихонечку возводиться мосты, которые открывают и мир для японцев, и страну Японию остальному миру. Одним из таких мостов становится русская литература. Японцы полностью ее принимают, она становится для них органична, и даже русские писатели становятся героями японских произведений. В XX веке у одного из популярных японских писателей появляется такой рассказ. Японцы становятся героями русской литературы. Так происходит полностью пересечение двух миров, двух культур. И мне кажется, что очень интересно посмотреть другими глазами на то, что для нас абсолютно привычно и уже стало классикой. Тогда мы открываем и для себя что-то новое, прочитываем совершенно иначе.